Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Так не хотели отпускать руки друг друга. Девятое место. Чангук, милый, это что за мимолетный взгляд такой? Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда хочется заключить в мягких медвежьих объятиях, но вы на работе. Седьмое место. Малыш совсем не может скрыть свою любовь к Чангуку. Шестое место. Поведение пары. Чангук умеет и практикует смущать Тэхёна. Не могу его осуждать, смущенный Тэхён – наимилейшая прелесть. У этих двоих лучшие парные луки ever. Пятое место. Тэхён так мило показывает всего Чангука крупным планом. Вы тоже слышите его мысленное. Правда же хорошенький? Четвертое место. Забота. Ведь у него на плече самое надежное и уютное место.
Третье место. Новости. На шоу «Мимимина» шеф-повар ресторана Неполи Матфия рассказал, что у них есть бутылка с автографом Чангука. А затем шеф упомянул о Тэхёне, когда речь шла о Чангуке, почему везде, где появляется Чангук, потом выплывает и Тэхён, но потом вспомнила, что они пара, и все стало на свои места. Но самое интересное, что армии предполагают, что Чангук и Тэхён посетили этот ресторан совсем недавно, примерно в период концерта Эспо. Это связано с тем, что на фото одного из посетителей, сделанном в конце февраля, автографа Чангука еще не было. К тому же, ресторан открылся относительно недавно, 10 октября 2024 года. Итак, что это значит? Чангук оставил автограф в ресторане. Шеф-повар знает о связи между Чангуком и Тэхёном. И, судя по его реакции, он относится к ним с теплотой и симпатией. Визит, возможно, был совсем недавно. Это подогревает интерес и заставляет задуматься о том, что Чангук и Тэхён могли проводить время вместе в последнее время. Вы можете в это поверить? Меньше чем через 2 месяца закончится военная служба, и все это останется простым воспоминанием. Вопрос. Что приходит тебе на ум, когда слышишь слово «впервые»? Ответ Тэхёна, когда мы впервые выступили. На шоу Кёйсе. Мы дебютировали тогда. Должно быть, тогда из присутствующих было меньше 100 человек. В то время еще не было официального названия для АПМУ. Я хотел бы вернуться в те дни. Думаю, это было самое напряженное и волнительное время для меня. Не только Тэхён, любимая модель Чангука, в обратную сторону тоже работает. Чангук перед тем, как Тэхён выбрал комнату с ним, и Чангук после того, как Тэхён выбрал комнату с ним. Эти бойфренды так горячи, что плавят под собой сцену. По данным Нузан, Джин выпустит новый альбом в мае. Ожидается, что Джин, который возобновит карьеру певца в следующем месяце, в первой половине 2025 года, будет заниматься сольной деятельностью, следуя примеру Хосока. Тэхён — это комфорт. Чангук оставил автограф на бутылке от шампанского «Крак», урожай 2011 года. «Крак» — эксклюзивное шампанское, которое выпускает относительно молодая компания, созданная в XIX веке в регионе Шампань. Вино является одним из самых престижных и изысканных в мире.
Каждая бутылка шампанского «Крак» имеет собственный ID-номер. Если его отсканировать с помощью специального мобильного приложения, можно получить информацию о создании напитка и узнать оценки экспертов. Выбор Чангука «Крак» 2011 года, когда урожай был собран на 3 недели позже положенного из-за перепадов температуры, что делает его уникальным. Вкус – фруктовый аромат, который сменяется пикантными нотами карамболы и цитрусовых, за которыми следуют оттенки лакрицы и листьев базилика. Язык любви Чангука. Медиа пишет: финансовый успех Compose Coffee, влияние Тэхёна на рост прибыли. В прошлом году, используя Ким Тэхёна в качестве модели бренда, расходы на рекламу увеличились на 360% по сравнению с предыдущим годом, а расходы на продажи и управление, включая это, увеличились на 68% по сравнению с предыдущим годом. Однако валовая прибыль составила 62 миллиарда вон, что на 24% больше, чем в предыдущем году, что полностью компенсировано расходы. Маркетинговая эффективность Тэхёна настолько огромна, что при увеличении рекламного бюджета прибыль компании выросла, подтверждая коммерческую ценность участия Тэхёна. Еще ниже, пожалуйста, я должен узнать, где находится рука Тэхёна. Чангук с длинными волосами. Как же это прекрасно! Интересно, а кто потом отхватил? Делаем ставки: Хасок или Тэхён? Чангук был упомянут в статье «Рекомендуемые вина по ценовому диапазону, рекомендованные винными экспертами». Амани Рончи Вига Сент-Джиовис. Это вино было сразу распродано после того, как его выпил Чангук. Оно представляет собой смесь санджавёзи и мерло и богатый фруктовый аромат вишни и сушеных слив. Последующая пряная нота является привлекательной точкой, и она показывает хорошую совместимость с итальянской едой, такой как паста и пицца, как итальянское вино. Вау, как это шикарно! Раз у нас статья о том, насколько вирусным становится все, чего касается Чангука,
Давайте вспомним историю с ополаскивателем «Вдруг кто не знает об этом». Дауни Кейс, когда из-за Чангука закончились кондиционер для белья по всей Корее. В 2019 году во время прямой трансляции Чангук упомянул, что он использовал смягчитель Downy Adorable. Этого одного предложения было достаточно, чтобы вызвать безумие покупок по всей стране. Название продукта в течение нескольких недель возглавляло поисковые списки Naver в режиме реального времени. Товар был распродан в течение нескольких часов в физических магазинах и на онлайн-платформах. Явление было настолько неожиданным и масштабным, что даже Чангук написал об этом в Твиттере, сказав: «У меня почти не осталось смягчителя, и я должен купить новый. Но все распродано. Хотите поднять обороты? Звоните Чангуку». Ох уж эти ракурсы. D4VD, исполнитель песни UNTI, сделал репост и оставил комментарий под вирусным эдитом Чангука с Человеком-пауком. Вот the yes, можно перевести как восторженное «да ладно». Уверен, ему приятно, что песня использована для тренда с таким крутым артистом, как Чангук. Сам D4VD достаточно популярен в своей нише. Его трек «Romantic Homicide» был в Billboard Hot 100, и это не первая его песня, которая попала в тренды. На коленях. Король на экране. Чангук был признан лучшим главным вокалистом с медовым голосом, набрав более 26 миллионов голосов, что закрепило его статус золотого вокалиста к поп. Я точно знаю, кого Чангук называет Голден. BTS возглавили рейтинг репутации мужских групп за апрель 2025 года. Корейский институт бизнес-исследований опубликовал рейтинг репутации брендов мужских айдол-групп за апрель. BTS сохранили свое место на вершине рейтинга с показателем репутации бренда 7 миллионов 617 тысяч 606, что на 9% больше, чем в марте. В самые рейтинговые фразы по ключевым словам группы вошли Хасок, Чимин и Чангук, а в самые рейтинговые термины «пожертвовать», «записать» и «превзойти». Анализ положительных и отрицательных отзывов о BTS также показал 91% положительных реакций. Самый красивый язык в мире.
Он никогда не принижал слабого. Он имеет жесткие внутренние установки и глубоко эмпатичен. У каждого человека есть свои пределы, и он знает, с чем может справиться. Если кто-то идет менее сложной дорогой, то это просто выбор или физические и моральные ограничения. Нет смысла пытаться преуменьшить невероятные достижения Тэхёна, который пошел сложной, но своей дорогой, решив бросить вызов себе. Не вина Тэхёна, что ожидания некоторых фанатов не соответствовали реалиям жизни. И уж точно, кроме как уважения и восхищения, Тэхён ничего не заслуживает. Тэхён не несет ответственности за выбор других, он отвечает только за свои поступки и с чем справляется блестяще. Выбор каждого – это осмысленное и прагматичное решение. Будь то какую музыку петь, с кем дружить, с кем разделять свои мысли. Один пошел и мужественно подверг себя испытанию, стал сильнее, преуспел в каждом начинании и доказал, что он лидер. Другой поберег свои силы и ограничил свои решения возможным для себя. Любите того, кого хотите любить, потому что это ваша свободная воля выбирать. Но вот уважение – это то, что нужно заслужить своими поступками. Никто не заслуживает этого больше, чем Тэхён. Тэхён, эмоциональный лидер по призванию, поддерживает хорошие отношения в группе, создает настроение, человек, которому доверяют тайны, к которому приходят за поддержкой. Это лидерство основано на человеческих качествах, притягательности межличностного общения. Это лидерство не по разнарядке, а по сути. Светлый, хороший, комфортный и безумно любимый всеми нами человек. Когда видишь его улыбку, все плохое забываешь. Обожаю до бесконечности и очень скучаю. Эфир Хосока. Хосок сказал: «Привет, ребят. Взгляните на это, блюдо похоже на хрустящие свиные ножки. И еще у меня есть хейлу-хейлу. Мой любимый десерт. Сегодняшний концерт в Маниле закончился хорошо, я так голоден. Сейчас мы все вместе поедим, ладно? В Корее полночь. Ох, извините, но мне очень вкусно. Это чесночный рис, филиппинское блюдо. Итак, я ем жареные свиные ножки, чесночный рис и хрустящий сисик. Обычно я люблю макать еду в соус, но похоже, мне придется положить соус сверху. Если вы смотрели сегодняшний концепт, то, возможно, заметили, что были некоторые моменты, когда я не мог сосредоточиться. Но мне удалось закончить концерт нормально. Вы ведь тоже голодны, да? Давайте представим, что вы кушаете вместе со мной. Я в порядке. После окончания шоу мне нечего вам показать. Я приезжаю в отель и обедаю. Я сейчас даже пиво почти не пью, да я и в целом не особо пью алкоголь в последнее время, хотя, возможно, всего один бокал. Я считаю, что одно из преимуществ путешествий по Азии заключается в том, что еда здесь очень вкусная, в какой стране вы бы не были. Первый концерт прошел отлично в Маниле, реакция фанатов была потрясающей. Махал Коука Йоу. Арми, вы все потрясающие. Следующая остановка – Япония. Вы готовы? Ой, у меня проблемы, я забыл весь свой японский словарный запас. Самая энергичная и жизнерадостная песня тура – это, наверное, Ига, а также Мона Лиса. Вы знаете звук чик-чик-банк чичик-банк? Вступление к песне. Самое удивительное в силе любви – то, что она удерживает вас вместе. Я чувствую течение времени, когда смотрю на Мики. Раньше Мики буквально летал вокруг. Наш Мики все такой же очаровательный, как и прежде. Мона Лиза – замечательная и веселая песня, но когда я впервые услышал Sweet Dreams, у меня возникло ощущение, что эта песня стала для меня. Словно встреча с судьбой. Они разные, но пока я работал над ними обеими,
Я понял, что это тот тип музыки, которую я хочу создавать в будущем. Но поскольку я танцор, похоже, вам, ребята, очень нравятся песни, под которые я танцую. Но одно ясно точно. Альбом JIT — это... Возможно, я слишком много думал о концертах, когда работал над JIT. Все участники чувствуют себя хорошо и стараются изо всех сил на своих военных базах. Служба в армии такова, что время отпуска расходуешь экономно. И когда время службы подходит к концу, люди берут много отпусков, чтобы использовать те дни, что у них накопились, так что... Осталось около 2 месяцев. Апрель, май, июнь. Ох, ладно, все равно такое ощущение, что осталось всего 2 месяца. У них все хорошо. Твои слезы — море, в котором я могу плавать. И я слышу, что надвигается шторм. Помнить, что на всех этих фото Чангук немного в топе. Заулыбался, увидев своего любимого. Тред из Твиттера, в котором буквально каждый кидает любимую фотку Тэйкук. Чангук был слишком очешуенен во время Грэмми. Блин, не замечал, что у них цвета так совпадают. Чангук крепко хватает Тэхёна за талию и считает до 3, а потом они вместе падают в воду. Обожаю такого Тэхёна.
Второе место. Это так интимно. Да ну вас, сразу на колени друг к другу садитесь. Что это за напряжение? Боже мой, Тэхён, что ты там делаешь? Первое место. Тэхён, который хотел взять себе отдельное одеяло. Чангук, не в мою смену. Сразу выкинул свое, мол, ничего не знаю. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.